Привет, мои дорогие друзья! Спасибо вам за оценки моего скромного предыдущего видео про Литву. Многие начали писать, если бы не Шари, я бы в это не поверил. Некоторые попытались найти этому оправдание. Я почитал, не без интереса, поулыбался и так далее. Ну, в общем, фишка в том, что я встретил один комментарий от кого-то дурака, и он там написал: Шари получил заказ на Литву. Так и есть. Но только не Шари, а Литва. И даже не Литва, а литовская власть. И заказ на Шария. То есть так и есть, но только наоборот. Для тех, кто к нам недавно присоединился, напоминаю, рассказываю историю. На самом деле я не жил там много-много лет. Первоначально, в первых видео я об этом всем очень подробно рассказал. Пойдите посмотрите. Я рассказал, как из Нидерландов Литва, по сути, заманила меня в Литву, чтобы я получил статус беженца там. Я получил бы статус беженца в любой стране Евросоюза со своим кейсом. Но Литва пригласила, сказав, что литовская власть сказала, что мы такая же Европа, как и все. Они предоставили статус, а после этого начали меня мочить. И мочили по политическим основаниям, чисто по политическим основаниям 10 лет. 10 лет продолжалось мочилово политического беженца по политическим основаниям. Они делали то, чего не пришло в голову бы сделать последним козлам. Но тем не менее они это делали, и я не отвечал. Я посчитал так. Я их вообще не касаюсь. Я очень далеко от них. Я давным-давно живу в другой стране. Я о них не говорю. Отстаньте. Но последней каплей стало то, что Генпрокуратура прогнула какую-то там службу финансовых расследований, расследовать какие-то финансы Шария. Хотите, получите. Получите, только потом, знаете, кушайте и не обляпайтесь, тупые свиньи. Ну а теперь я расскажу про тамошнюю журналистику. Многие прозрели по поводу того, что там, архитектура и так далее, да, там типа вот это Европа. Но знаете, как у нас так принято оценивать, и я раньше грешным делом думал, что уж западная журналистика, вот это журналистика. Надо немножко дифференцировать. Во-первых, западная журналистика бывает разной. Во-вторых, мы уже сошлись на том, что это не вполне Европа. Итак, журналистика. Получила заказ на отработку Шария. В этот раз какая-то старая тетка, вот это вот Юрате Дамулите. Мне стало интересно, я, конечно, полистал, чем она занималась. Она занималась чисто заказухами, мое мнение. Раньше, да, заказухами от каких-то там спецслужб, там какой-то, такое у них постоянно какое-то бурление говна. То есть там есть один заказушник, там вторая заказушница, кто кого перезаказушит. Я не знаю, мне это вообще мало интересно, я же говорю, я этим не занимался. Но вот эта тетка начала посвящать мне большое внимание. И вот здесь вот она в одном из первых своих супераналитических материалов пишет следующее. Посмотрел видео про гибель Небесной Сотни. В общем, какая там сотня? Группа дебилов, попавших под пули, претендующая на премию Дарвина. Их не жалко, здесь автоперевод. Им это было нужно. Такими комментариями поделился Шарий о жертвах Майдана в одном из первых записей своего канала на YouTube в 2014 году. И вот это вот пишет эта европейская журналистка в их одном из центральных СМИ европейских, я все это кавычу. И она не может не знать, что она просто врет. Это видео мы без труда находим у меня на YouTube канале. Теперь давайте его послушаем. Знаете, посмотрел видео гибели Небесной Сотни. В принципе, какая там сотня? Группа дебилов, да, которая пошла под пули, претенденты на премию Дарвина, как им вышибали мозги. В общем-то, это майдануты, их не жалко, с ними так и надо. Вас потрясло то, что я сейчас сказал? Почему вас не потрясают слова Арабейц, которая радуется смерти 50 людей? Почему вас не потрясают слова этой мрази, экс-коммунистки Фарион? Это не 50 жуков, это 50 украинцев, это 50 ваших братьев, погибших страшной смертью. То есть вот эта вот европейская журналистка из Литвы, которая получила заказ на меня, врет, намеренно врет для того, чтобы сформировать определенное мнение обо мне. Ее абсолютно не заботят никакие комитеты журналистской этики. Вы знаете, когда, я отдельно об этом расскажу, когда впервые появилась заказная статья про меня в литовской прессе, я сразу же связался с управлением УВКБ ООН в Вильнюсе и сказал: слушайте, я буду подавать в суд. Не надо этого делать. Я говорю, почему не надо? А я же еще не понял. Я еще тогда окончательно не понял, где именно я нахожусь. Они говорят, не надо. Вот есть комитет журналистской этики, возможно, туда. Там, кстати, очень хорошие люди работают в УВКБ ООН. Просто они понимают, что они работают в говне в этом.
И поэтому они вынуждены вот так вот действовать. Они говорят, ну типа не надо, потому что там, ну, привлечете внимание и так далее. Политические там какие-то будут там последствия и тому подобное. Вы представляете, до чего дошло? И вот на такую вот клевету вонючую, даже если ты подашь в литовский суд, то скорее всего литовский суд тебе откажет. Ну что, давайте теперь почитаем этот Житомирский вестник 1937 года. В чем же там вина Шария? Похожий стиль и направленность он сохраняет сейчас, высмеивая европейские санкции против России или усилия Украины по прекращению военной агрессии, часто выступая в роли толкователя политики Путина. Шарий преследовал критиков в Литве и за рубежом с судебными исками, что привело к длительным судебным процессам. Однако ему самому вполне успешно удавалось избегать более серьезного внимания и вопросов со стороны литовских учреждений. Например, о счетах в банках в России и других странах происхождения, миллионных доходов или приобретенной недвижимости в Евросоюзе. Конечно же, у вас возникнет вопрос, а какое собачье дело литовским чиновникам до счетов Анатолия Шария, который не живет в Литве. Но здесь начинает все проясняться, потому что появляется клоун. Это было просто игнорирование. Так охарактеризовал небрежную реакцию литовских учреждений на предоставленную информацию на доносы о связях, финансах и деятельности Шария Маркас Фейгинас, известный российский юрист, находящийся в неудовольствии Кремля. Ну, конечно же, читателям литовской прессы не надо знать, что известный юрист давно юристом не является, его выбросили из адвокатуры его собственные коллеги. Ну и также им не надо знать, наверное, что как находящийся в неудовольствии Кремля Маркас Фейгинас не имеет ни одного уголовного дела, несмотря на то, что другие критики Кремля за вот такое вот получают по 10 уголовных дел. Ну а это знать нам не надо. Лучше послушать просто, что там несет этот черт рогатый. Ну там сказано, что он очень долго судится. Не надо рассказывать, что он просто клеветал о том, что Шарий педофил. Но это не важно, правильно? Это не важно для читателей. Иванна Климпуш-Цинцадзе. О, это важно. Цинкадзе они ее назвали. Ну она Цинцадзе, но то такое. Депутат Верховной Рады, бывшая вице-премьер-министр, вспомнила период 17-18 годов и встречи в Литве. Мы просили этого не делать, не предоставлять убежище, потому что на тот момент у нас уже была информация, что этот человек, он не является самостоятельным. Мы были готовы предоставить дополнительную информацию о том, что этот человек не может получить убежище в ЕС. То есть, оказывается, украинские власти встречались с литовскими властями и обсуждали кейс, который нельзя обсуждать по закону. По литовскому даже закону этого делать нельзя. Нельзя обсуждать ничего, что связано с человеком, получившим статус беженца. Официальные лица не имеют права рассказывать ни о каких процессах, ни о чем, ни о процедуре отъема статуса беженца. По закону этого делать нельзя. Но в Литве власть насрала на закон. Им все равно абсолютно. А Климпуш-Цинцадзе просила в 2017 году не предоставлять Шарию статус беженца. Но читателям не надо понимать, что статус беженца был предоставлен в 2012, и поэтому через 5 лет она просила его не предоставлять. Что? Ну, я-то знал, допустим, о встречах на самом высоком уровне, которые происходили и в 2021 году тоже, но всегда радует, когда это всегда подтверждается. Оказывается, в 2015 году Департамент госбезопасности Литвы назвал Шария угрозой интересам национальной безопасности, но в 2020 заявил, что не располагает данными об угрозе, которую представляет Шарий для безопасности государства. В 2015 году Литовский департамент госбезопасности говорит, Шарий угроза государства. Шарий на то время уже пару лет там не живет. В 2020 году Шарий не угроза государства. Но уже в 2021 Шарий опять угроза государства. Ну здесь заказушница сообщает. Известие об аресте Шария в политическом сообществе Украины, по которой бьют российские ракеты, было равносильно маленькой победе. Наконец-то вместе с другом Путина Медведчуком возмездие может получить еще больше его прихвостней. Прихвостней Путина, по всей видимости. Вот это европейская пресса. Не, это литовская пресса. Литовская пресса – это отдельное подразделение европейской прессы. Самая чмошная. Шариуса называют пропагандистом, кремлевским троллем-предателем. А я знаю, что вот эту старую тетку называют заказушницей и просто грязной свиньей. Как рассказал 15 минутам начальник миграционного управления,
Шарий подал прошение о предоставлении убежища в Нидерландах в 2012, но был переведен в Литву по дублинской процедуре, поскольку у него была действующая шенгенская виза. Сразу же, прерывая. Она не имеет права этого всего рассказывать по закону. Но это все я вам рассказал. Видите, как не соврал, да? На самом деле Литва сказала, мы его примем, мы готовы принять, мы же европейское государство. Конечно, Нидерланды предоставили бы статус беженца. И мне трудно представить, что в Нидерландах после предоставления статуса беженца они бы еще 10 лет выливали бы тонны говна на человека, который по политическим основаниям у них остался. Далее, что не устроило заказушницу, вот, пожалуйста, ее не устроило, что у Шария татуировка «Спасибо, Литва». Смотри, здесь нет уже никакой Литвы. И близко нет, видишь? Здесь нет Литвы. Она вычеркнута отовсюду. Я не хочу о вас знать, я не хочу вас слышать. Я не бываю у вас, я не писал о вас, я о вас не говорил. Что же вам надо было от меня? То, что я сейчас делаю? Так хавайте. Намек идет на то, что в 2012 году Шарий, скорее всего, купил себе статус беженца. Всего через несколько месяцев после этого решения предоставить мне статус беженца, осенью 2012-го миграционное управление было потрясено коррупционным скандалом. Оказывается, скорее всего, Шарий купил себе этот статус беженца. Вы представляете? После того, как Литва запросила его у Нидерландов, мы европейское государство, Шарий взял и купил. Такой намек делает заказушница. Дело в том, что до этого она бегала и искала, чтобы найти. То есть, должна же быть какая-то деятельность финансовая на территории Литвы. Должно быть хоть что-то. Ничего. Здесь уже комментарий от Департамента миграции. В течение нескольких лет мы возвращались к этому делу, оценивали ситуацию в Украине, и, наконец, в прошлом году были собраны информация и доказательства, подтверждающие, что судебная и правоохранительная система Украины уже достаточно реформирована, чтобы обеспечить право на справедливость суда. Кроме того, сменилось политическое руководство. По возвращению в страну он получит справедливость, его не будут преследовать. Это говорит представитель Департамента миграции. То есть они в своем отчете, который они предоставили, в суд, она не имеет права это говорить, я уже говорил. Но им насрать на закон, абсолютно. В Литве это же они же великие. Они предоставили отчет, в котором они же сами вставили, я вам говорю, судьи вот так за голову брались, когда это звучало, о том, что система не реформирована, о том, что коррупция наблюдается, о том, что странные решения судов и так далее. Да? Они сами это принесли в суд, не понимая даже, наверное, что они делают. Ну вот видите как, Шарию ничего не угрожает в Украине. Далее они описывают все доносы от этого невменяемого Фейгина. Оказывается, в 2018 году Департамент миграции также поступило письмо от Фейгина, в котором содержалась информация и доводы об утерянных обстоятельствах, на основании которому Шарию был предоставлена защита. Фейгинас предоставил Департаменту миграции аргументы, почему Шария следует рассматривать как лицо, представляющее угрозу национальной безопасности. В 2019 году с тем же вопросом в департамент обратился депутат Кащунас. Это очень интересно. Дело в том, что депутат Кащунас до этого на телевидении в Литве, полагая, что он просто никогда в жизни же не отвечал за свои слова и не ответит, ляпнул про меня кое-что и сразу же получил судебный иск. Это, наверное, первый иск к целому депутату Сейма. Я подал иск к этому депутату Сейма, и моментально он начал мстить и писать в Департамент миграции, что у меня надо забрать статус беженца. Европейская Литва! А вот интересно, почему Департамент госбезопасности усмотрел, что деятельность Шария представляет какую-то опасность? Оказывается, с 2013 года он распространяет информацию, не соответствующую интересам Литвы. Если вам придет в голову тупейшая мысль запрашивать убежище в этом европейском государстве, вы помните, что после этого вы должны зашить рот. Потому что вы можете даже не говорить про Литву. Но вот, к примеру, у Литвы дружба с Мозамбик. А вы говорите, в Мозамбик нарушают права человека. У вас могут забрать статус беженца, потому что это противоречит интересам Литвы. Там не рассматривается беженец как человек, у которого есть политическое убеждение, право на политическое убеждение, право на свое мнение. Не-не-не.
Тут, смотри, тут что-то не то. Мы с Киевом целуемся теперь в засос. Если он критикует Киев, получив от Киева статус беженца, то мы будем его мочить. Европейская Литва. В ноябре 2020 года Департамент госбезопасности заявил, что не располагает данными о том, что присутствие шария в стране представляет угрозу безопасности Литвы. Но уже через несколько месяцев они соорудили другую справку, где написали, что я сотрудничаю с учреждениями государственными Российской Федерации, администрацией президента Российской Федерации и так далее. Если бы вы посмотрели на рожу представительницы Департамента госбезопасности Литвы, когда в суде она долго не могла подключить микрофон, а потом рассказывала, что у них полученные секретные документы, там секретные. И я просто ей сказал в суде, что говорю, смотрите, какие секретные? Что вы могли получить, если вы микрофон не можете просто элементарно подключить? В итоге знаете, чем закончилось? Они ничего не предоставили в суд. У них ничего нет. У них есть доносы со стороны Киева. Теперь внимание. Они наехали на меня, получившего статус беженца, от Украины, используя при этом доносы со стороны Украины. Они же просто, это же просто вообще за гранью. Каждый дебил, который рассказывает про то, что Литва это европейское государство, он просто дебил. И вот тут важное кое-что. Наконец-то Департамент миграции принял и проверил информацию о том, что Шарий давно не проживает в Литве. После установления того, что Шарий уже более 6 лет уехал из Литвы в Испанию, имели правовые основания для аннулирования постоянного вида на жительство в стране. Но дело в том, что у них выступал советчиком крупный юрист Маркос Фейгинас, который посоветовал им, что вид на жительство имеет какое-то отношение к статусу беженца. Они, будучи тоже крупными юристами, решили лишить вида на жительство. Я тогда еще не понял, для чего это надо. Потому что, а мне какая разница? Забирайте, мне все равно, я же там давно не живу. А я бы просто его не продлил. В январе 22 года. Он был до января 22 года. Я бы просто его не продлил бы и все. Но они решили доказывать, что я там не живу 6 лет. Продолжаем знакомиться. Литовская пресса. В 2017 году Шарий был включен в список Путина. А включили его в список Путина вот этот вот тип. Иван Тютринас. Тютринас также проживающий на территории Литвы. Тютринас сразу же получил иск от Шария, судебный иск. И знаете, что начал рассказывать Тютринас? Что это не он вносил Шария. Он не знает, кто его туда вносил. Скорее всего, Фейгинас. Но тогда, когда Тютринас этого не видел. Судебная тяжба форума с Шарием в литовских судах длилась 2 года. Фигурант списка Путина успел победить в суде первой инстанции, но окончательное решение суда было против него. Человек наглый. Я заметил, что многие журналисты, СМИ здесь не то чтобы боялись, но не хотели иметь с ним ничего общего, заявляет Тютринас. Потому что Шарий имеет огромный ресурс для инициирования судебных разбирательств по всей Европе и миру. Потому что они не привыкли, что им приходится отвечать в судах. Знаете почему Шарий проиграл во второй инстанции? Потому что Шарий не проиграл. Вторая инстанция сказала, нет привязки Тютрина, который живет в Литве, имеет вид на жительство, к Литве. Поэтому это надо не в литовском суде делать, а в российском. Вы поняли, да? Литовское государство, великое европейское. Доходим до самого главного. Виллы в Испании и расследование по отмыванию денег. Вот тогда вот тут вот написано, у него вилла. Он высмеивал, рассказывал, что это миллион. Дальше они цитируют опять великого адвоката, который рассказывает, Фейгинас. На свой счет получил в Испании 650 тысяч евро и не заплатил налоги. До этого тот же великий юрист посоветовал им отнять у меня вид на жительство, как будто это повлияет на статус беженца, а для этого доказать, что я 6 лет не проживал на территории Литвы. Конечно же, для любого вменяемого человека заявка о том, что я в Литве должен был заплатить налоги, является чем-то типа шутки. Департамент миграции проверил информацию, что Шарий давно не проживает, после установления, что уже более 6 лет он уехал в Испанию,
у него забрали вид на жительство. Что происходит после этого вот высора в литовской прессе вот от этой старой заказушницы? Происходит, они делают вид, что они в шоке и потрясены. Государственные учреждения потрясены. Учреждения потрясены. Кремлевскому рупору обещают закрыть ворота в Литву. А то Шари так рвется в Литву. Потому что, ну где ему еще посмотреть на такие дома? Кстати, вот в этом районе, вот этому, да, практически в центре, там можно снимать новую серию мушкетеров, к примеру. Вы представляете, мушкетеры приезжают в какую-то, ну, к примеру, такую в забитую деревню. И вот начинается там сражение, какие-то шпаги, там все, мушкеты, да. Кощунас здесь, Кощунас, напомню, это депутат Сейма, на которого я подал в суд, а он после этого решил мне мстить. И теперь он везде пишет доносы и добивается справедливости для Шария. Сам парламентарий обращался в департамент миграции с призывом пересмотреть решение о статусе беженцев. И вот этот вот депутат Сейма вот таким вот мелким образом мстил. Ты подал на меня в суд, да я же великий представитель великих, теперь я подам. Ты для меня никто. Просто лживая фигура, которую следует наказывать в суде. Ты для меня никто. Это там у вас, ты сильно блатной. Сейма, мне все равно, откуда ты. Хоть с Сейма, хоть с администрации президента. Для меня ты просто лживое существо. Наконец-то правоохранительные органы начали расследование в отношении финансов Шария. Вот тут мне формулировка нравится. Какое отношение имеет Литва ко мне? Шари под патронажем литовского государства несколько лет назад приобрел в Испании дорогостоящую недвижимость, ездит на роскошных автомобилях и ест. Надо было написать и ест. А иногда он ест лобстеров. Фотофактос привести надо было, чтобы это же вызвало еще больше резонанс. Под каким патронатом литовского государства я что приобрел? Вот этого я недопонял совершенно. Но они там в своей прессе иногда пишут: благодаря нам он имеет возможность там путешествовать, потому что статус дали. Облагодетельствовали. Вот, важное лицо. Дело в месте жительства. Ведь он подавал иски, все время уклонялся, врал, что является жителем Литвы, имея статус и место жительства с 2012 года. К тому же все его интересы, финансовая деятельность и все прочее связано с Литвой, рассказал Маркас Фейгинас тем же самым людям, которые до этого приводили слова того же Маркаса Фейгинаса о том, что меня ничего с Литвой не связывает. Конечно же, можно сказать, потом, наверное, так и скажут, что Шари, скорее всего, выбрал этого дебила для того, чтобы именно он консультировал дебильные органы, чтобы они совершали дебильные поступки. Но рассказать о том, что вся деятельность финансовая и так далее, и место жительства Шария – это Литва, после того, как долго рассказываешь о том, что Шари не имеет отношения к Литве, и после того, как добиваешься расследования, которое приходит к выводам, что да, не имеет, это не то, что странно, это уже психиатрия. По его словам, литовские власти должны быть обеспокоены тем, платил ли налоги человек, много лет имевший уебище. А убежище. Я думал, что он про себя говорит, что я имел его, типа, и надо проверить теперь это самое. Теперь я понял. Ну, великий юрист не знает, что налоги платятся по месту фактического пребывания. Но самое интересное не в этом. Не в том, что этого психически неадекватного идиота цитируют, берут у него комментарии. Вон целая там полстраны в Украине сейчас слушает Арестовича и вот этого клоуна. Что здесь? Что с этим поделать, да? Люди иногда болеют, потом выздоравливают, правда, начинают ненавидеть тех, кого они слушали. Но самое странное в том, что литовские государственные органы всерьез реагируют на эту дичь. По данным портала, Шари также имеет счета в испанских, люксембургских и канадских банках и еще в банках Республики Конго. Шари также подтвердил в суде, что не платил налоги с доходов в Литве. Он признался, что получил 670 тысяч евро. Кроме того, он заявил в суде, что был резидентом Литвы до 2022 года, пока спорил о своем статусе в административном суде. В 2019, когда была транзакция, полученная из России, он, будучи резидентом, должен был задекларировать. Такую чушь писать может человек, у которого забанили Google. Понятно, это старая тетка. Она получила заказ, она пишет. Но, сука, когда, серьезно, извините, но государственные учреждения начинают цитировать то, что опровергается
Даже не надо быть студентом никакого юридического факультета. Просто надо у рядового юриста, самого дешевого, спросить, где, кто и как платит налоги. Все. Зачем они это сделали? Чтобы обосраться? Чтобы погромче было? Российский юрист заявил, что не исключает, что Шарий мог объяснить литовским властям, что платит налоги в Испании. Шарий ничего не объяснял литовским властям. Потому что Шарию плевать на литовские власти. Шарий не живет там много-много лет. И он не имеет отношения к Литве. И Литва к нему не имеет никакого отношения. Заканчивают они этот гениальнейший материал. Еще более гениально, чем его начинают. Оказывается, служба по расследованию финансовых преступлений, конечно же, отказала даже в возбуждении уголовного дела по поводу расследования финансов Шария на основании того, что он не живет. А Генпрокуратура прогнула их сейчас возбудить это дело. Но было установлено, что Шарий никогда не жил в Литве, а его связи с Литвой могли быть фиктивными. Так какого хрена вы это все затеяли? Вы думали, что я буду молчать, думали, что я как-то испугаюсь, потому что тут же такие важные люди, Сеймас, Фейгинас и прочие какие-то долбоебас. Так я вас не боюсь, абсолютно. И то, что вы начали делать по беспределу, вам вернется в десятикратном. Потому что вот это вот дело будет закрыто на основании того, что там никогда не жил. И никогда не заявлял себя налоговым резидентом Литовской Республики. Это проверить. Вот так. Это уже проверено. И службой по финансовым расследованиям это было проверено в течение 5-6 минут. Но Генпрокуратура, получив заказ на Шария, решила прогнуть службу финансовых расследований. Сейчас мы порасследуем. Что, порасследовали? Мне просто интересно, как вы потом будете вот от этого отбрехиваться в своей вонючей прессе, которая прессой давным-давно в Литве не является. Ждите следующих видео, клоуны. Пока!